Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылочка на сайт вот. Сегодня мы будем говорить об очень сильном женском страхе остаться одной, а вернее быть брошенной. Очень часто женщины остаются в отношениях, которые их не радуют, не вдохновляют, не окрыляют, не наполняют, а скорее всего опустошают, ранят, травмируют, полностью уничтожают их как личность, они тянут на себе эти отношения как тяжелое ярмо на шее, страдают в этих отношениях, но боятся из них выходить только потому, что страстно остаться одной, быть брошенной. Иногда мужчины злоупотребляют, знают об этом нашем женском страхе быть брошенной и злоупотребляют этим, угрожая: будешь себя не так вести, я от тебя уйду к Люське, будешь то делать, я от тебя пойду к Машке, будешь со мной так разговаривать, я тебя вообще брошу, что-то тебе не нравится, свободно вали отсюда. И когда мужчина разговаривает с вами подобно, иногда деликатнее, иногда еще менее деликатно, но когда мужчина говорит вам такие вещи, у женщины поднимается страх быть брошенной. Как это так? У меня вот были отношения, был мужик, я вроде как была со всех сторон, галочки у меня стояли, я отличница, пятерошница, все у меня зашибись, мне можно завидовать. А тут раз и меня поперли, нет у меня ничего, ни отношений, ни мужика, все, осталась одна. И как я буду? И очень часто такие мысли бредовые посещают очень успешных, очень классных, очень перспективных в плане новых отношений женщин. Что с этим делать? Как перестать бояться быть брошенной? Почему это происходит? Сейчас будем разбираться. Меня зовут Алла Касаткина. Если вдруг мы с вами не знакомы, я психолог. Почти 20 лет работаю с женщинами, помогая им найти свое счастье, найти себя и реализоваться в жизни. Подарок для вас, курс «Секреты счастливой женщины» есть в описании этого видео. Ссылка на сайт вот, там тоже есть очень много полезной информации для вас. Переходите, читайте, наполняйтесь мудростью для жизни. Ну а ваши лайки и комментарии подсказывают мне, стоит ли снимать на эту тему. Важна ли она для вас, полезна ли она для вас, есть ли у вас еще вопросы, которые я могу вам разъяснить для того, чтобы вы скорее нашли свое женское счастье. Итак, откуда берется страх быть брошенной? Смотрите, какая штука. Ребенку страшно быть брошенным. Почему? Потому что если его бросят, он никому не нужен, и он в жизни беззащитен. Он не выживет. Поэтому ему нужно держаться за кого-то, быть возле кого-то для того, чтобы можно было вырасти, стать самостоятельным и дальше топать по собственной жизни. Но вы уже взрослые. Вы уже взрослые. Когда у нас за спиной стоит страх брошенности, нам не на что опереться, вот нас болтает, знаете, вот так вот, куда качнет ветер, туда и улетим. У нас нет опоры на себя. Почему? Потому что мы не верим в то, что мы есть цельная личность, что мы самостоятельные и справимся с жизнью, с тем, что она нам преподносит. Но давайте вспомним, и до этого мужика, и до этих отношений, да и рядом с ним, тем, кто угрожает вам, что он вас бросит, вы тоже прекрасно справляетесь с какими-то другими ситуациями. То есть опора на себя у вас есть, и вы не совсем беззащитны перед жизнью. Вы совершенно нормально дееспособны и можете себя реализовать. Угу. Смотрите, какой плюсик сразу у нас, есть жирный. Теперь важный момент. Как только мы понимаем, что мы с жизнью справляемся, что у нас получается? Единственные ли вы, кого бросят, если вдруг это случится или уже бросили? На самом деле сейчас, особенно в наше время, очень велика вероятность того, что отношения могут распасться. Да. То есть люди расстаются. Кто-то говорит, мы с ним расстались, а кто-то говорит, меня бросили, когда он не может опереться на себя. И как же опираться? А знать, что вы у себя есть. У вас есть какие-то таланты, у вас есть какие-то навыки. То есть вы приспособлены к жизни. Вы можете реализоваться. Вы можете быть интересны другим людям. Ведь к вам же они приходят, они же у вас о чем-то спрашивают, в чем-то с вами советуются, где-то обращаются к вам за помощью. Значит, вы не одна и не совсем не нужная кому-то. А если вам еще и делают комплименты, а если вам говорят, какая ты молодец или что ты, как ты умеешь хорошо поучить, давай у тебя бы поучиться, значит,
вы привлекательны для других людей. И то есть, если у вас не срослись одни отношения, значит другие отношения у вас могут состояться. Просто другой человек вас будет ценить больше, чем тот, кто не оценил по достоинству. Только и всего лишь. И когда вы знаете, за что вас есть ценить, в чем ваши преимущества, в чем ваши особенности, какая вы классная, вы начинаете себя по жизни нести намного более уверенной. И вам уже не скажешь вот так вот: на, цепись, я тебя брошу. Потому что вас уже потерять страшно. Страшно, что вы станете инициатором расставания. Понимаете, в чем дело? И тогда у вас появляется больше уверенности в себе. Тогда у вас появляется больше опоры на себя. И невозможно бросить того, кто твердо стоит на ногах. Невозможно бросить того, кто знает себе цену, кто уверенно говорит о том, на что он претендует в отношениях. И тогда получается совершенно другое соотношение сил в отношениях. Тогда он боится потерять, а не угрожает уже бросить. Поэтому, мои хорошие, цените себя. Присмотритесь к своему страху. Что стоит за ним? Очень часто, действительно, за ним не стоит ничего. И после сегодняшнего видео, я думаю, вы сможете помахать этому страху для того, чтобы в вашей жизни появилась уверенность и опора на себя. Тогда и ваши отношения с мужчинами станут лучше и счастливее. От всей души желаю вам счастья. Жду ваших комментариев под этим видео. Если хотите поспорить, не вопрос. Давайте, высказывайте свое мнение, я с удовольствием его выслушаю. Пока-пока, мои ласточки, а мы с вами увидимся в следующих видео.